Привет! Тема «Ахенский конгресс 1818 года». Кратко, Ахенский конгресс был дипломатической встречей высокого уровня Франции и 4 союзных держав – Великобритании, Австрии, Пруссии и России, которые нанесли Франции поражение в 1814 году. Цель состояла в том, чтобы принять решение о выводе оккупационных войск из Франции и пересмотреть условия причитающейся ей репарации. В дальнейшем это привело к урегулированию всех вопросов, и союзники через несколько недель вывели все свои войска. Оккупация была официально прекращена 30 сентября 1818 года. Представителю Франции де Ришелье удалось добиться признания Франции полноправным партнером по дискуссиям, и позиция Франции как европейской державы была восстановлена. В финансовом отношении Франция первоначально была обязана выплачивать 700 миллионов франков частями каждые 4 месяца в течение 5 лет. Париж пунктуально выполнял свои обязательства. Главным достижением Конгресса было окончательное прекращение войн 1792-1815 годов. Конгресс был созван в Ахене, и на его первом заседании присутствовали австрийский император Франц I, прусский король Фридрих Вильгельм III и российский император Александр I. Великобританию представляли лорд Кастлери и герцог Веллингтон, Австрию принц Меттерних, Россию графы Каподистрия и Нессельроде, Пруссию принц Гарденберг и граф Бернсторф. Герцог де Ришелье, по милости союзников, присутствовал от имени Франции. Члены династии или дома Ротшильдов также принимали активное участие в Конгрессе. Непосредственная цель была легко решена, и время Конгресса было в основном занято обсуждением формы, которую должен был принять Европейский альянс, и обсуждением военных мер в качестве меры предосторожности против новой вспышки со стороны Франции. Предложение императора Александра I о создании универсального гарантийного союза на широкой основе священного союза после долгих дебатов столкнулось с бескомпромиссным сопротивлением Великобритании, и главным итогом Конгресса стало подписание 15 ноября 2 документов: секретный протокол, подтверждающий возобновляющий Четверной союз, публичное заявление о намерении держав поддерживать свой тесный союз, целью которого являлось сохранение мира на основе уважения договоров. Секретный протокол был конфиденциально передан Ришелье. Император России предложил сформировать совершенно новый альянс, в который вошли бы все страны, подписавшие договоры, чтобы гарантировать суверенитет, территориальную целостность и так далее. Но данное предложение имело различные подтексты, которые вызвали недовольство. Предложение было отклонено. Некоторые неприятные вопросы дипломатического этикета были решены раз и навсегда.
Данный конгресс имеет важное историческое значение, главным образом как ознаменование высшей точки, достигнутой в течение XIX века в попытке управлять Европой Международным комитетом держав. Подробное изучение его работы в высшей степени поучительно для выявления почти непреодолимых препятствий на пути любой действительно эффективной международной дипломатической системы до создания Лиги наций после Первой мировой войны.